папы. Я его хорошо понимаю, с такой стервой жить. Тебя что, напали? Кто? Жена Найденова, кто еще? Ой. Марусь, дай мне пудру. Я же не могу с такой рожей работать. Тихо. Ты мне можешь объяснить спокойно, что случилось? Ну что случилось? Что? Петров отдал твои билеты Сережке. Ты же не пошла? Ну, спасибо, кстати. Ну вот, после кинотеатра... Ой, больно. После кинотеатра он остался у меня ночевать. Кто, Найденов? У вас что-то было? Я тебя умоляю. Ути, вы же едва знакомы. Предрассудки. Утром мы выходим из дома, и тут из-за угла на нас набрасывается эта гиена. Здоровенная такая бабища. Вцепилась мне в волосы вот так мне туда-сюда. Ой, ну ничего, я ей тоже пару раз врезала. Вот сучка. Она следила за нами. Гудь, там дети, там семья. Зачем ты семью А вот разрушаешь? шишки теперь. Не получит она его. Так. Маруся, что такое? Случилось чего? Случилось. Много чего. Ну-ка, давай рассказывай. Я запуталась. Получается, твой отец учился с бандитом? Получается, что бандит не всегда был бандитом. Так, и что это нам дает? Это подтверждает, что папа обманывает. Да. Но а зачем и почему этот буфет, ну, который Чебатурин, решил именно тебе рассказать Я о том, не что знаю. в отделе есть предатель? Не знаю. Господи, я ты кричишь? Смотри, а что если твой отец главарь банды, а буфет решил стать на путь исправления, но в милицию-то он пойти не может, потому что знает, что в отделе предатель, поэтому он и обратился к тебе. Нелогично. Я ж дочь главаря. Но смотри, он знает, что отец не втянул тебя в это дело, потому что у тебя чистая душа, Маш. Ой, не трогай, пожалуйста. Вот. Помнишь, как в сказке «Снежная королева» была маленькая разбойница? Вот, ты эта маленькая разбойница и есть. Да? Смотри, отец бандит, а дочь милиционер. О, вот шекспировская драма. А? Прекрати нести чушь. Ой, ладно. Дай мне еще денек подумать. Посоветуй с Артуром. С каким Артуром? С Конан Дойлом. Ой, ладно, все, мне пора. Между прочим, у вас такая же машина, как та, на которой бандиты совершали свои налеты. Можно не стучать? Отвлекает. Так, у нас здесь 3 Алексея Николаевича Чебатурина. Одному 35, второй колхозник. Так? Третий милиционер. Ну, это все не то. А других нет. Так, ну ладно, я возьму посмотреть. Может быть, путаница какая-то с профессией или возрастом. Спасибо. Так, Чебатурин Алексей Николаевич, сотрудник уголовного розыска, звание капитан. Награда. Почетный работник рабоче-крестьянской милиции, 32 год. За успешную работу по выполнению заданий, 40-й год. Знак «Заслуженный работник НКВД». Награда вручена не была. Почему не была? Да-да. Маша, здрасте. Не отвлекаю вас? Что вы хотели? Да я хотел спросить, а что вы делали вчера на Колесово? К подруге пришла. Перепутала парадно. А как подругу зовут? Я там просто всех знаю. Как зовут подругу? Что, просто Катя. Катя. А что же вы тогда убежали? Я торопилась.
Очень странно получается. Вы пришли к подруге, потом заторопились, убежали. Да, я пришла к подруге, потом заторопилась. Я кое-что вспомнила. А вы что там делали? Я? Очень удачно вас тут застала. Оба к Паулине быстро. Считаю, что бандиты на квартиру Гусара не вернутся, поэтому засаду делать бессмысленно. А мы не знаем, какие отношения в банде. Может быть, не все знают, что Гусара убили. Помню, в 49-м мы делали обыск на Малине. Швера, вдруг оставь-ка ты там все равно пару человек местных. Слушаюсь. Как Август? Ничего, хорошо. У меня сотрясение, наверное, это очень опасно. Крапивина, у тебя выводы по этим статуэткам есть? Нет. Ну так и не занимайся больше этой ерундой. Фигурки всякие, бандиты мертвые. Товарищ полковник, там звонит директор Павловского музея, у него срочная информация для Крапивиной. Миш, ты что такой наглый, а? Пьяный, что ли? Ты видишь, у нас совещание. Так я ей сказала, она кричит, что будет министр звонить, если мы его упустим, то я буду виноват. Кого мы упустим? Не знаю, она говорит, что только что в музей вошел человек, фотографию которого оставила лейтенант Крапивина. Чью ты фотографию там оставила? Буфета. Он пошел в последний зал. Так, стой здесь и внимательно смотри. Появится милиция, дай знать. Товарищи посетители, сегодня у нас в музее бесплатная экскурсия. А тема какая? Обзорная. Я расскажу вам немножко об усадьбе, об экспонатах, и потом отвечу на ваши вопросы. Ребята, бесплатная экскурсия. Ура! Ну, а вы, товарищ, присоединяйтесь. Дай-ка. Автомобиль ГАЗ-20. Пост номер 5804. Уступите дорогу спецтранспорту. А в Сестрорецке сейчас корочка повсю идет. Знакомый рыбак обещал обеспечить. Может, поедем на залив, пожарим? Вон, Сереж с Гути возьмем, а? Игорь, а у вас какие отношения с родителями? Мама погибла. Отца я почти не помню. Ну, помню. Руки, щетину, запах папирос. Извините. Ничего. Мама много говорила о нем. Всегда с пиететом. Он мне вообще казался идеальным человеком. А если бы в реальности он оказался совсем другим? Не знаю. Все поступки своей жизни я рассматривал с его точки зрения. Что бы в данной ситуации сделал отец? А кем он был? Как же здорово нас уделали. Ну, по поводу буфета. Вы, Маш, молодец. Да, это не важно. Важно во всем разобраться. Ну вот, поймаем его и разберемся. Планировка дома типична для дворянских усадеб конца XVIII – начала XIX века. На первом этаже расположены как парадные покои, так и бытовые. Центральная часть первого этажа отведена галереей и столовой. Ребята, пойдемте посмотрим. До войны мне запомнилась одна маленькая скульптура женщины с Луны. Я не помню, в каком музее я видел. Не у вас, случайно? Возможно. По окончании экскурсии я загляну в документы.
Полковник Ваненок. Где вход? А вот справа там. Второй вход есть? А с другой стороны зеленая дверь, я покажу. Петров, давай ко второму входу. Сереж, давай к воротам. Ваня, останься у забора. Маш, видишь хозблок? Давай к нему проверь. Шведов, ты со мной. Пойдем через центральный вход. Руки вверх, лицом к стене! Не стреляй, девушка, не стреляй. К стене! Руки! Кто ты такой, ты милиционер или бандит? Я все расскажу. Руки, не шевелись! Мне нельзя в тюрьму. Никак нельзя. Скоро ты все поймешь. Прости, дочка. Вася, ты ранена? Что с тобой? Все хорошо. Все будет хорошо. Скорую! Скорую вызовите! Олег, я не ранена, слышь? Нет, все Я хорошо. не ранена, поставь. Все будет хорошо. Все будет Оставь хорошо. меня, я не ранена! Олег! Что стоите за ним? Идиоты. Почему меня просто не вытащили из госпиталя? Зачем привлекли Луку Крапивина? Король должен быть уверен, что ты сбежал, купив адвоката. Тебе повезло, что наряд состоял из новобранцев. От опытных ты б жил не ушел. Почему не доложил, что идете на дело? Король сообщил о скачке прямо перед налетом. Люша, по нашему представлению, ты награжден знаком заслуженный работник НКВД. Закончишь операцию, вручил в торжественной обстановке. Служу Советскому Союзу. Товарищ Мешков, я с 40-го года в банде. Жену и ребенка вижу издалека. Я прошу рассмотреть вопрос с моим отзывом. Подождите, товарищ Чебатурин. Ты нам нужен в банде. Задание еще не выполнено. Как не выполнено? Мы знаем все адреса, малины, имена пособников. Мы можем одним ударом схватить их всех. Люша, по нашим сведениям, вы увели из квартиры покойного доктора очень ценную реликвию. Мы должны вернуть ее государству, пока она не ушла за границу. Если мы возьмем короля, он ничего не скажет. Или подсунет нам дешевку. А посадить надолго мы его не сможем. Свои не станут на него стучать. А при посторонних он на мокрые дела не соглашался. Потерпи маленько, Николаич. Найди нам эту штуку. Есть, товарищ полковник. Как в сказке. В огне не горят, проходят сквозь стены, живыми в руки не даются. Что они, заговоренные, а? Я помню, когда в 37-м меня приписали к Кировскому заводу. У нас очень похоже... Заткнись! Если, как мы предполагаем, за статуэтками охотится банда короля, и они уже увели вторую фигурку из дворца, какого ляда? Буфет вернулся в Павловск, а? Так что же у них такого в этих статуэтках, Маш? Я не знаю. Выходить по одному. Гусара грохнули во время операции. Как вы туда попали, гражданин? Как ты это допустил? Все водка. Да нигде я приходил. Пройдемте, гражданин. Ты успел его спросить про букву?
за нек? Я не знаю. Ладно, найди буфета. Ты сделал мне паспорт. Найдешь третью фигурку, будет тебе паспорт. Товарищ начальник. В чем дело, гражданочка? Сейчас одного человека на машине увезли. За что? Нужно сохраниться на время. Гусары грохнули. Если будем рыпаться, возьмут всех. Где бабки? Я зря подпулили, что ли? Бабки у фараонов. Откуда мне знать? Может, ты общак приврал? Буфет, перрон не размахивай. Мы главного еще не убирали. Я на главного не претендую. Если в кресты не хотите, то заройтесь, как мыши в норе. Переждем, потом думать будем. Были такие Чебатурины. Эвакуированы в августе 41-го. После войны никто не появился, квартиру отдали другим жильцам. Вот дата отъезда. Сдали ключи 28 августа 41-го года. Ага. А как тогда эвакуировали? На поезде, конечно. Угу. Фотографий в деле нет? Нет. Спасибо. В то время по обоим путям составы шли только из Ленинграда. В обратную сторону поездов не было. Меня интересует 28 августа. Нам даже в контору идти не надо. Я прекрасно помню этот день. Почему? Потому что 28 августа был только один пассажирский состав. И это был последний поезд из осажденного Ленинграда. А потом немцы замкнули кольцо блокады. Куда следовал поезд? Куда? Да он так никуда и не доехал. Попал под бомбежку. В районе Покровки под Амгой. А почему милиция интересуется этим поездом? Спасибо. Пожалуйста. Маша, здрасте. Здрасте. Как вы себя чувствуете? Я очень хорошо, спасибо. Все нормально. Я еще хотел сказать. Что? Вы молодец. Очень, очень храбро себя вели. Действительно, был буфет. И... То есть я его видел даже собственными глазами. Да, ну это значит, что не банда короля украла статуэтку, я ошиблась. То есть скоро же торжественный концерт и будут танцы. Ой, Маш, здрасте. У меня есть 2 билета на концерт Лемешева. Пойдемте? Олег. Ой, я завтра буду занята, не смогу. С какой стати ты собралась куда-то ехать? 9 мая – рабочий день. Не очень надо, по семейным обстоятельствам. Я потом отработаю. Я не барин, ты не крепостная, чтобы отрабатывать. Дисциплинарный устав изучала? Вот, благодаря ему изволь являться на работу. Есть. Что-то серьезное? Это семейное. Семейное. Ну, раз семейное, бери отгул. Спасибо большое. Семья для меня вещь не очень понятная. Я 4 раза была замужем. Родителей своих глаза не видела, вообще не знаю, что это за люди. А у тебя все понятно. Тут мама, тут папа. Иди, решай свои дела семейные. Ну, чтоб на праздник пришла. Я могу не успеть. Слышать ничего не хочу. Как штык. Ага. Слушай, может быть, этот буфет просто вежливый человек.
И то, что он тебя назвал дочкой, еще совершенно ничего не значит. Многие пожилые люди так делают. Я в метро только сесть хочу, тут же какой-нибудь ветеран уже шкандыбает и говорит: доченька, уступи старику, а на самом еще пахать можно. Он сказал не доченька, а дочка. Ну и какая разница? Держи. Мама дорогая, что тут? Там все самое полезное. Давай, наноси смесь. Чем наносить-то? Ручками, Маруся, ручками. Единсон-то не зайдет. Да я тебя умоляю, их нет никого. Ой, да, Марусь, занимаешься ты какой-то ерундой. В Покровку это поедешь. Зачем? Ну, слушай, мне же надо разобраться с этим буфетом, в конце концов. Да. Ой, Марусь, в глаз-то зачем? Прости, прости. Ты на танцы-то хоть успеешь? Да, не знаю. Дай. Что значит не знаю? Чтоб была на танцах. Кстати, а что твой Шведов? Ой. А меня вот ни разу мужчина на руках не носил. Шведов думал, что я ранена. Это совсем не то. Как это? Очень даже то. И вообще не может предатель носить женщину на руках, я так считаю. А телефонный разговор? А сверток? А парадная? Не знаю, может, он там живет. Живет он на Васильевском. Ну, звонил, ну, ходил. Это вообще не означает, что он предатель. Ну, с чего ты взяла? Ну, а почему он не звонит из кабинета, если ему нечего скрывать, а? Может, у него девушка есть, и он не хочет, чтобы об этом знали. Или женщина, может, она замужем. Маркуш, я сейчас приду. Да? Шатается, под дверью подслушивает. Да. Я говорю: Верочка, я когда-нибудь вам этой дверью лоб расшибу. Да. Стоило бы ей когда-нибудь этой дверью Здрасте. хлопнуть по лбу. А после ее гостей у меня столовый прибор попадает. Да ты что? Да, ты же милиционер, поговори с ней. Хорошо, хорошо, поговорю. Почему не звонишь мне каждый день в 6 часов, как договаривались? Не могу каждый раз звонить, потому что я же работаю. Ну, давай я буду тебе звонить. Нет, не надо. Нет. Ты меня стесняешься? Нет, я не стесняюсь, просто не положено. Не положено, а что положено? Пирожки мои не берешь, для кого я их готовлю. Приеду к тебе домой посмотреть, как ты постель заправляешь. Нет, не надо. Приеду. Не надо, мам, не надо меня контролировать, я же не маленький уже. Ты маленький для меня, маленький, Да. сморщенный, кричащий, обкакавшийся комочек. Кстати, молодец, что Валентине достала рыбу. Куру, мам. Ну, куру достала. Она очень беспокоилась, что будет бедность. Да, не будет. Здрасте. Как дела? Так, запоминай. Тете Вале 55. Ей, конечно, гораздо больше, но если она хочет, то будем делать вид, что мы ей верим. Здрасте. Здравствуйте. Радищева, 42. Да, и не забудь спросить, как у Гриши дела. Кто такой Гриша? Гриша твой троюродный брат. Да, чтобы не забыть. Это твой подарок тете Вале. Серьги, я их купила. Сколько они стоят? Прекрати немедленно. Как ты меня расстраиваешь? Дядя Олег, а вы преступников ловите? Конечно. А вам стрелять приходилось? Стрелять? Нет, конечно. Ты что? У меня отдел занимается маленькими нарушениями. Мы вот пьяниц ловим, лампочку кто-нибудь денег выкрутит. Ловим его, понимаешь? Ну и как он? Да никак. С тех пор, как Светлана погибла в блокаду, ни с кем ничего. Ничего серьезного. Ладно, я сейчас все устрою. Вы почему не танцуете, молодежь? Давайте. Нет, я не танцую. Ничего, не на сцене.
девочка такая хорошая. Все ее любят. Родители, дети, школьники. Хочу ей свое классное руководство оставить. Танцуйте, танцуйте. Ой, ладно, знаете, я, наверное, пойду, мне еще справки проверять. Какая умница. А вот так Олежек как раз и проводит, да, Олежек? Да. Танечка, секунду. Это пирожки. Спасибо большое, спасибо. Олег, ты же искал, с кем пойти на концерт 9 мая. Вот я думаю, Танечка согласится. Ну, там еще непонятно, сам пойду я, не пойду, в отделе завал. Непонятно Пойдешь, еще. пойдешь. Государственное мероприятие. Пойдешь. Тань, подождите меня внизу, я сейчас спущусь, хорошо? Конечно, спасибо большое, Вера Николаевна, за пирожки. До свидания. Сейчас спущусь. Мама, Что? пожалуйста, прекрати меня сватать. Кто тебя сватает? Ты можешь девушку на концерт пригласить? Она на тебя столько времени потратила. Хотел пойти с другой, С кем? с работы. Что ж не пойдешь? Потому что она не может. Если я пойду с этой, та узнает. Не узнает. И не спорь с матерью, я знаю, какие у вас на работе девки. И курят, и из пистолетов стреляют. Я сказал, я не пойду. Да, поступай как хочешь. Дорогая моя Катюша, я очень огорчен тем фактом, что придется задержаться в Москве еще. Надеюсь приехать. Марусь, ты дома? Маруся! Да. Здравствуй. Добрый день. Посмотри, какое богатство я привез. Молоко и прочее. Маруся, что-то ты в последнее время сама не своя. Тебя что-то тревожит. Ой, да нет, все хорошо. Марусь, я все-таки твой отец. Честно говоря, я специально приехал, чтобы об этом с тобой поговорить. Правда, пап, тебе кажется, не о чем говорить. Не о чем, ну что ж. Лук, яйца. Сметану сделаем, сейчас салат и поедим как следует. Не люблю лук. Вы с мамой в эвакуацию выжили только благодаря луку. Цинга, знаешь, какая была? Мама даже лук на зиму сушила, и вы постоянно ели лук. Ели, запах от вас был. Ну, может, после этого я его и не люблю. Пап, скажи, а вы когда с мамой эвакуировались? В августе последним эшелоном. Последним. Да, нас тогда сильно разбомбили, ты очень испугалась. Даже разговаривать перестала на какое-то время. Это называется психологическая травма. Ну что, понесли на кухню. Я там чистую кастрюлю найду. Да? Подходите. Подскажите, где сельсовет? Вот прямо, милая, вот туда, недалеко. Подходите, огурчики свеженькие. Вот.
Нашла в книге ЗАГСа свидетельство о смерти Чебатурина Анна Александровна. Чебатурин. Да, Чебатурина, да. Извините. Погибла при бомбежке узла железнодорожного. Да. И вот смотрите, и вот сразу же вот тут вот акт об усыновлении. Да, как все быстро было раньше. Без волокиты, потому что все хотели друг другу помочь. Хотели, чтобы ребенка не отдали в детский дом. И видите, там усыновители Крапивины, да, а ребенок Мария Чебатурина. Справочку вам, да? Аня, ждем тебя, идем. Идем. Ходите. Извините, пожалуйста, сейчас, минуточку. Так, пошли, видите, потише. Между прочим, у меня посетители, милиционер. Что-то не так? Простите, я... Послушайте, девонька, я, конечно, понимаю, что 9 мая Я только рабочий хотела- день, но ведь уже же все празднуют давно. А нет ли фотографий? Какие фотографии, девонька? Война ведь была. Гражданка, да не отвлекайте вы милицию по пустякам. Нет у нас людей. Все лучшие кадры ушли на фронт. У меня карточки украли, это не пустяки. Вот панику здесь поднимать не надо, потому что продовольственные карточки в стране нет. Не потому что продуктов не хватает, а для того, чтобы навести порядок в стране со снабжением в военное время. Продуктов в стране достаточно. А я тогда пожалуюсь вашему начальству. Вот это вот сколько угодно. Пишите заявление. Примешь заявление у нее. Мне срочно нужно видеть майора Мешкова и подполковника Савенко. Их нет, они в командировке. Я уже третий день прихожу, их все нет. Не могу знать. Тогда доложите своему начальству. Ну я начальство. В чем проблема, товарищ? Мне срочно нужно видеть майора Мешкова и подполковника Савенко. Мешков и Саенко погибли вчера под Лугой. Возвращались из командировки. Машину накрыла бомба. В чем у вас был вопрос, товарищ? Возьмите заявление. Да погодите вы. Да что это такое? Заявление брать не хотят, а по милиции спокойно разгуливают воры и бандиты. Вы что несете, гражданка? Это он ограбил доктора Мельцера. Я сама видела. Что за бред? У нас во дворе. Гражданин, вам придется вас задержать. Я с ним. А вы, гражданка, пройдете со Капитан мной. Чебатурин. Оформим У меня ваши секретное показания. задание. Мешков и Савенко. Леш, все против тебя. Саенко и Мешков не оставили никаких записей. Эта тетка дала свидетельские показания. В картотеке твои отпечатки. Псков где-то раньше работал, сейчас под немцем. Все архивные материалы, все секретные бумаги из Ленинграда эвакуировали в тыл. Вышка тебе, конечно, не грозит, но по законам военного времени 15 лет ты получишь. Но ты не свидетель. Нет, адвокат не может быть свидетелем. Леша, ты должен взять вину на себя, но не в убийстве, в ограблении. Никогда. Подожди, послушай. Один знакомый судья очень быстро переведет твой приговор к самому минимальному сроку. 12 июля вышел указ об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям преступлений. Их отправляют на фронт. Мы сможем провести тебя через этот указ, передавая все-таки лучше, чем в Магадан. Я сдал им банду, написал все адреса Малин, весь состав, все дела, на которые не ходили. Почему они их не накроют? Потому что война, Лёш. Сейчас до этого вообще никому нет. Я не буду ни в чем признаваться, потом не отмоюсь. Есть. Одна небольшая юридическая хитрость, потому что свое признание ты делаешь в качестве буфета. Поэтому показания твои ничтожны. Война когда-нибудь кончится, документы твои отыщутся,
уголовка заработает в полную силу. А если найдешь ценности Мельцера, еще и медаль заработаешь. Спасибо. Дело как знаешь. Я к Ане заходил. Она плачет, не знает, что думать. Хочешь, я их с Машей приведу к тебе? Не повези их из города. Если он узнает, что я тут сижу, она никуда не поедет. Да. Хорошо, я с женой отправлю их в эвакуацию в Уфу, а сам пойду в ополчение. Нет, должен сам их отвезти лично. Обещай, что отвезешь их лично. А потом хоть вои, хоть окопы копай. Спички отдай. Народ, с праздником! С победы! С праздником, мои хорошие! Девушка, присоединяйтесь к нам. Давайте. Как вас зовут? Маша. Маша? А меня зовут Эдди. Присоединяйтесь, День Победы все-таки. Я не... Ну что вы думаете, нельзя грустить в такой день? Ты ждешь Елизавета от друга привета. Все грустишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою. Ты со мной, я с тобой, неразлучны навек. В тоске и тревоге не стой на пороге. Я вернусь, когда растает снег. В тоске и в тревоге не стой на пороге. Я вернусь, когда растает снег. О! Крапивина явилась. Я тебе когда сказала прийти? Торжественной части. А ты когда пришла? Съели уже все. Вина налей. Мартын, я хотела... Погоди. Давай за победу выпьем. Я хотела отпроситься у вас. Можно мне? Что ты, когда ярко вырядилась? Это тебя не ожидала. Ты на работу, как на танцы. Ты на танцы, как на работу. Смотри, какая девушка красивая. У Шведова. Припрятал. Надеялся, что вы придете. Я не голодна. Ну, тогда пойдемте танцевать. На ликероводочном вчера выручку не сдали. Надо брать. Там 4 в охране. Бабла срубим. Попить. Дело? Много лавы. Тебе хватит. Мусора гуляют сегодня. Танцы, бабы. Все дела. Самое время с тыла зайти. Голодная мышь сама в мышеловку бежит.
А тебе что, деньги не нужны, что ли? В нужде только дураки поступают, а умный по возможности. Я уже говорил, нужно сидеть и не рыпаться. Так ты что, праздновать будешь, да? Я своих медалей не стесняюсь. Идея, что ли? Ты гусара сдал. Правильно ты, браток. На понтовщик, аллахольник. А ты бы рот свой прикрыл, а то попахивает. Но! Главным тебя здесь никто не назначал. Мы сами решать будем. Буфет, ты с нами? Нет. Этот вальс, пожалуй, самое яркое воспоминание об отце. Хотя нет, еще патефон, знаете, такой, с ручкой. Дым, табака и этот вальс. Ну, постоянно слышу. А маму вы помните? Мамы не стало, когда мне было 7 лет. Меня воспитывали чужие люди. Потом, год через 3, я нашел его на чердаке, пластинки тоже. Я заводил его, садился у окна, смотрел на город и плакал. Вам этого не понять, Маша. У вас все просто и ясно. И, пожалуйста, не говорите никому. Это мой секрет. А я вот так, Макарыч. Молодой, ходи. Понятненько, понятненько. Еду. Макарыч. Рыба. Ну что, молодой, беги за селедкой, а я пока за День Победы. Стороночку. Руки! Руки! Стоять! Сюда иди! Сел! Да! Где ключи? Нету. А вот и ключи. Держи, держи. Алло, милиция? Нападение на ликероводочный завод. Да. Я охранник. Понял.